Многие говорят, что одна солнечная панель ни на что не способна и бесполезное занятие. Это неправда. В месяц можно на ней 300 киловатт наэкономить и либо использовать, и причем той энергии, за которую вы не заплатите. Сейчас покажу в деле. Значит, 10,5 ампер ее мощность, 450 ватт, там до 500. 450 это реально номинальная ее мощность и 52 вольта. Показываю. Сейчас инвертор работает, морозильная камера сейчас эксплуатируется, заряд идет на аккумуляторы, 10,3 ампера. Вот, но может и 10,5 выдавать, 50 вольт. Сейчас у нас заряжаются 4 аккумулятора. Работает инвертор, как я уже сказал, работает у нас небольшой морозильничек. Сейчас покажу, как можно работать, в принципе, инструментом мощным и как можно экономить. Значит, сейчас фиксируем показатель. Вот. Я, в принципе, все фиксирую на счетчик. Все, что можно наэкономить. Сейчас я расскажу, что не стоит категорически делать в такой станции и как правильно всем пользоваться. Значит, что категорически нельзя делать? Когда у нас идет заряд на аккумуляторы, вот у нас приходит, вот сейчас коротко объясню, это у нас от солнечной панели провода приходят, то есть вот этот провод уходит на крышу солнечной панели. Вот здесь приходят у нас провода на заряд аккумуляторов. Значит так, по-правильному и по-хорошему нужно этот провод кинуть сюда, а синий провод кинуть аж вот сюда. Вот, если сделать так, то будет идти равномерный заряд. Но так как оно вот так, здесь практически хорошо и здесь практически хорошо заряд идет, а здесь плохо идет заряд. Кстати, вот сейчас морозилка отключилась и начинает повышаться напряжение. Сейчас дойдет до 14,7. Здесь погрешность она небольшую показывает. Тут пример будет 14,1, 14,2, а здесь 14,3, 14,4. Ну такая типа небольшая разбежность. Вот, но инвертор максимально показывает все точно. Я проверял это мультиметром. Далее, что неправильно здесь. Инвертор, он у нас должен идти вот плюс. Так же самое идти сюда. Минус должен уйти сюда. Почему это плохо? Да потому что вот этих два аккумулятора практически равномерно разряжаются. Но вот этот не так просаживается. И этот не так просаживается. То есть вот эти будут быстрее два разряжаться, и тем самым будут быстрее они выходить из строя, потому что это очень плохо, когда эти будут постоянно перезаряжены, а эти постоянно будут разряжены сильнее. То есть это неправильно, это проверено. И вот я показываю наглядный пример, как делать нельзя. Ну, то есть коротко объясню. Вот это у нас получается вот минус и плюс. Ну, помимо того, что все параллельно подключено, вот это провода приходят еще два от инвертора. От инвертора приходят, и вот тут инвертор на минус и на плюс подключен. Здесь такой же принцип, который заряд идет. А дальше у нас идет все параллельное подключение. Значит, смотрите, можно подключить в принципе 6 аккумуляторов, чтобы заряжалось. 4, 2 и 1 даже можно. Ну не даже, а можно. То есть, но так как пропадает много шаровой энергии, я физически не могу израсходовать все то, что выдает солнечная панель. Я себе поднакапливаю до вечера. Ну, там, вот так вот включаю себе здесь в мастерской. И у меня тут может еще лампа светить 70 ватт. Ну и вообще там включаю дополнительное питание для того, чтобы тут заниматься ремонтами. Вот, что еще хочу сказать. С зарядным устройством также, если там, к примеру, зима или там солнца было мало и у вас разрядились аккумуляторы, можно взять обычный зарядный прибор. Клемму минуса мы сюда вот так вот ставим. Вот, да, и плюс вот сюда ставим. Солнечную панель выключаем, потом выключаем контроллер. Вот. Причем нельзя вот контроллер выключить, а потом выключать солнечную панель. Если контроллер мы отключаем, датчик не может понять, сколько ему регулировать напряжение и ампер.
потому что должно идти напряжение от аккумуляторов для того, чтобы он мог понимать, сколько подавать ампер. То есть, когда аккумулятор сильнее там заряжен, да, там, или у вас оборудование не работает, напряжение и, ну, амперы оно должно контролировать, и напряжение, сколько вы используете. И тогда этот прибор работает корректно, и панель не спалит контроллер. А если вы выключаете контроллер, здесь оно ничего не функционирует, то есть оно ничего не регистрирует, значит, сюда будет поддаваться сходу 10 ампер, 10,5 уточняем. И, в общем, приведет это к тому, что может перегореть. Или загореться вообще, что очень плохо. Далее, никогда не путаем плюс-минус. Везде плюс, это значит плюс. Минус, это значит минус. Постоянное напряжение, погрешность, такую вот грех, вернее, это не простит. То есть, это все, это беда. Поэтому все надо четко подключать. Так же самое и здесь, везде все изображено. Куда что подключать, вот туда все и подключаем, как нарисовано. Не обязательно такой контроллер брать, не обязательно такие аккумуляторы, хотя это все проверено и уже годами. Я, в принципе, об этом уже не один ролик снял. Так же самое, как и этот инвертор. Кому интересно, очень хорошо держится, очень. Я снимал много роликов, как получилось много цыплят вырастить. Ну и, в принципе, сидеть без, не сидеть без электричества. Летом у меня холодильник и морозильная камера, а у меня таких 2 станции. То есть вместе работают себе. И на вечер есть аккумуляторы заряженные. Болгарка данная 860 Вт. Ну и 1,5 киловатта у меня есть болгарка 1500 Вт, 1300. Все работает, как бы смотрите, вот пусковой ток нормально как бы воспринимает инвертор, показываю. Вот, ну, то есть оно должно просесть до 12,5, это нормально, потому что сейчас потенциал идет от солнечной панели, вот эту энергию используем. И также используем, когда включаем болгарку. То есть расскажу вот маленький секрет, почему инвертор не уходит в защиту. Есть этот инвертор тоже бы уходил бы в защиту. Но вот эти вот проводки, которые идут в комплекте, я их не могу проводами назвать, проводки. Тоненькие вот эти вот двоечка, там когда вы разрезаете изоляцию, вы видите, что там двойка. Провод и еще какой-то там омедленный какой-то провод, там медью, там чуть-чуть его покрасили, а внутри алюминий. Почему уходит в защиту инвертор и не может дать вам пусковой ток, чтобы вы включили морозилку или какой-то холодильник или что-то такое вот мощное? Да потому что провода тонкие. Я использую вот так вот, видите, вдвойне провода. У меня везде даже перемычки между аккумуляторами вдвойне, все вдвойне. То есть сам провод не 2,5 сечения, как вы могли бы подумать, а 4, реально 4 идет провод. Здесь то же самое, то есть у меня идет, ну так вот суммируется, как 8. Потери меньше, пусковой ток проходит, все функционирует нормально. Как видите, значит пусковой ток 512 вольт, ну логично, это 62 ампер-часа аккумулятор. То есть можно и 6 таких аккумуляторов подключить. Видите, заряд идет, ну то есть все функционирует. И я, как уже сказал, это годами проверяю. Это все с 22 года. Сегодня уже на дворе 26-й. С 22 года, получается апреля месяца, я уже все это проверяю. Далее, самое главное, ну, грубо говоря, суммирую все. Здесь есть 2 киловатта потребления, но можно из этого всего, это без солнечной панели, киловатт взять максимум. Сейчас морозилка включилась. Киловатт можно взять максимум. И нельзя аккумуляторы разряжать больше, чем... ну, короче, нужно оставлять в них 20-30% заряда. Я оставляю в последнее время 50% заряда. Так как, ну, это 12 вольт без нагрузки. Под нагрузкой там можно и до 11,5, чтобы падало. Вот. А без нагрузки, если у вас уже там 12 вольт, это уже прилично разряженный аккумулятор на 50%. 12,5 это 100% заряд. Что касаемо там, года 3 назад, 2 я допускал все до 11,7. Это 20% заряда остается. Значит, 11,5
это уже разряженный аккумулятор. То есть многие могут, ребята, подумать, что если 11 вольт, это еще есть куда опускаться там, и 10, и 9. Нет, это уже все разряжено, и засульфатируются, в общем, пластины. И восстанавливать аккумуляторы можно, я видео снял, закреплю в описании. Но для восстановления аккумуляторов вам понадобится время и финансовые средства. То есть докупать электролит новый. Я показывал, как нужно избавляться от сульфатации и потом, в принципе, как заряжать, как разряжать, чтобы привести его в прежнее состояние. И будем откровенны, что один аккумулятор может от 700 до 1000 циклов зарядки на себе выдержать. Вот, это прилично. Это на года 3 так стабильно хватает при жесткой эксплуатации, при не жесткой эксплуатации. Ну, на 4, 5, 6 лет может хватить. Если сейчас многие станут писать, это все кислотно-свинцовая ерунда, литий, железо, фосфат покупай. Ну да, я поддерживаю, конечно. Но если у вас есть 20 тысяч на один аккумулятор, пожалуйста. Тогда, когда этот один стоит 1500. И таких можно просто десятки купить и просто с умом ими пользоваться, и у вас проблем не будет. Всю станцию можно собрать, инвертор, 2 аккумулятора, контроллер, солнечная панель, естественно, за $200. Если будут вопросы, пишите мне, подписывайтесь ко мне на канал, у меня много полезной информации. За 10 минут работы 90 Вт потребил. Отличный результат. И последнее. То, что оно щелкает, это абсолютно нормальное явление. И когда бывает щелкание усиливается быстрее и быстрее, это когда уже аккумулятор доходит до полной кондиции зарядки. Это абсолютно нормальное явление. Оно может в автоматах клацать. И сразу говорю, автоматы защиты не являются как автоматы защиты. Это всего лишь просто выключатели. Они для солнечной энергии не работают. Они просто служат как выключатели. Все, максимум. Как автоматы защиты не служат. Они служат только для переменного напряжения.